Короче говоря, я получила 2. Обычный ужасный школьный день. Нам объясняли новую тему, а я нифига не слушала. После этой темы в конце урока нам раздали листочки. У меня был шок. Я поняла, что грядет ужас, и перекрестилась. Мои уши не хотели слышать фразу «А сейчас пишем на самостоятельную работу по новой теме», но, к сожалению, они услышали. Мне пришлось что-то писать. Так как я не слушала новую тему, я ничего не понимала. Еще и одноклассники нифига не помогали. Я что-то накалякала и сдала работу. Учительница сразу проверила и сказала оценки. У меня 2. Я пришла домой и не знала, что мне делать. Села на диван и начала размышлять. В прошлой части видео я пыталась исправить 2 в дневнике, но ничего не вышло. Понимая, что я в 9 классе, мне дают аттестат, я вспоминала профессии. Профессии, где не нужно больше 2. Дворник. Я была бы хорошим дворником. Повар. Я бы научилась. Мастер по маникюру. Немного растерлась, ничего. Нянькой. Упс. После моих размышлений пришла мама. Спросила, что я получила. Я, недолго думая, сказала «ничего». Она сказала «да, а ты не забыла, что у нас электронные дневники есть?» У меня отпала челюсть. Мама взяла ремень и сказала: «Твои ягодицы не хотят повеселиться?» Короче говоря, я под домашним арестом. Как вы помните, я получила 2. Меня наказали. Я лежала на диване и злилась. Выговаривала Джете все, что я чувствую. И вдруг я вспомнила, что именно сегодня у нас с друзьями была намечена тусовка, а я всем сказала, что я буду там. Я начала рыдать. Хей, с вами Лиза Мейсон. Я очень рада видеть тебя на моем канале. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не потерять мои видео. Успокоилась, взяла себя в руки. Начала попытки побега из дома. Сначала просто на носочках прошлась. Шла. Ау! Мама заметила. Черт! Потом решила ползти. Мама снова заметила. Решила прикрыться джитусей. Мама спросила: «Ты вообще с головой дружишь?» Снова ничего не вышло. Мама пошла в свою комнату. Тем временем я решила найти ключ. Не нашла. Побежала за молотком. Подошла к двери. Начала стучать молотком. Мама с криком прибежала и спросила, что я делаю. Я сказала, что проверяю прочность двери, чтобы воры не пришли. Она сказала, что еще одна такая выходка, и меня сдадут в детдом. Я взялась за самый ядерный способ – звонок бабуле. Я пожаловалась бабуле, сказала, что я не виновата и что мама грозит меня сдать в детский дом. Бабуля сказала, что все сделает как надо. Я обрадовалась. Ждала маминой реакции. Мама пришла ко мне. Я испугалась. У нее было очень злое лицо. Она сказала, если я не исправлю 2, у меня заберут телефон навсегда, еще и месяц дома сидеть буду. Я поняла, что бабуля не сработала. Пообещала маме исправить. Она ушла. Я заплакала и никуда не пошла. Короче говоря, я под домашним арестом. Короче говоря, я исправила 2. И вот снова в школу. Собралась. Хотела взять Джитусю с собой, но вспомнила, что в школу собак нельзя. Я пришла в школу. Хотела сесть на стул. Ау! Присела. Больновато, так как мама узнала про 2. Был 1 урок, 2 урок. И вот настал урок математики, по которому я получила 2. Учительница была в хорошем настроении. Я поняла, что мне нужно действовать. Осмелилась и пошла к ней. Сказала то, что я на прошлом уроке получила 2. Сказала, что я взялась за ум, что я очень хочу исправить. Сказала, что меня мама очень сильно отругала. Хотела показать попу, но учительница сказала, что не нужно. Мне очень нужно исправить. Она сказала, что исправить никак нельзя, так как это самостоятельно. Я села обратно на место. Посмотрела на нее злым взглядом. Стала придумывать другие способы. Придумала. Подошла снова к ней. Сказала, а вы знаете, кто мой папа? И если вы сейчас не дадите мне возможность исправить 2, вам всем кранты. Мне сказали еще одна такая выходка, и мне поставят еще одну 2. Я 100 раз извинилась и сказала, что это просто шутка на 1 апреля. Просто немножечко заранее. Если что, сейчас ноябрь. Села снова на место с еще более злым лицом. Я не знала, что делать.
Решила умолять, пришла к ней. Я сказала ей, что я очень хочу исправить. Я начала плакать, начала ее умолять, включила театр драмы. Вроде бы согласилась, дала мне снова самостоятельно. Так как я все выучила, я быстро все написала и сдала работу. Она проверила, и у меня 5. Я была нереально счастлива и весело поскакала домой. Короче говоря, я исправила 2. Короче говоря, я получила 5. Обычный школьный день. Все с очень радостными лицами вернулись в школу после каникул. И я не исключение. Как ни странно, в первый же день учебы нам дали самостоятельную. Ну я в принципе не удивлена. Из всех замечательных школьных принадлежностей у меня был только драный лист, стержень и мой мозг. Хотя и он не в состоянии. Самостоятельная была по алгебре. Всем сердцем и душой обожаю ее. Сказать, что я ничего не знаю, это ничего не сказать. Еще, как всегда, мне достался тот вариант, которого нет ни у кого. Что я только не делала над этой самостоятельной. Потела, старалась хоть что-то вспомнить, шаманила, читала молитву, пыталась из всех этих цифрок и букв составить слова. Значит, 2 – это тупо английский. Дискриминат начинается на «д». А это просто буквы. Так, today, точно. Today это же сегодня в переводе с английского. Моя шароварка не так уж и слаба, заводится, раз уж слова перевожу. А какое отношение имеет к алгебре слово сегодня? Ну ёпс, today. Слова не очень выходили. Значит, шифр. Пыталась разгадать шифр. Не помогало. Ну, естественно, последний способ. Самый проверенный. Считалочка. Я посчитала все считалочки, которые я знаю, и определилась с ответом. Сдала. Учительница сразу проверяла работы. Я пока слушала музыку, игралась, забывала песни, и в итоге в меня прилетели ручки и бумага. Видимо, им не нравится мой голос. Я заснула. Проснулась от поздравлений. Все поздравляли с 5. Сказали, что у меня у единственной 5. Я была в шоке. Yes! Сработала моя считалочка. Я сказала это слишком громко, услышала учительница, и у меня стало 3. Короче говоря, я получила 5. Короче говоря, меня выгнали из дома. Это была обычная пятница. Я пришла после школы. Кричала как белуга: «Кто дома?» Никто не ответил. Я поняла, что хата сегодня моя. Я решила собрать вписку. Обзвонила всех друзей. Пригласила всех. Начала думать, чем кормить гостей. Заглянула в холодильник. Поняла, что кормить их нечем. А деньги на магаз тратить не хотела. Подумала, лучше, чтобы я пошла к кому-то, а не кто-то ко мне. Позвонила всем и спросила, у кого есть хата. Нашла. Четенько. Начала собираться. Примеряла мамины шмотки, обувь, мазалась косметикой. Переиграла всех эстрадных певцов. Я была и Лепсом, и Басковым, и Кобзоном, и Елкой. Надевала куртку, взяла телефон и пошла на тусу. Мама вернулась домой, увидела жуткий срач, разбросанную использованную косметику. Со злости позвонила мне, а я не взяла трубку. Тем временем у меня была туса в полном разгаре. Решила сфоткаться. Увидела 20 пропущенных от мамы. Меня бросило в жар. Мне было очень страшно. Но я продолжала тусить. Тем временем мама была в бешенстве от невымытой посуды и пыли. Хотя она просила меня помыть посуду и вытереть пыль. Я вернулась домой в 11 часов вечера. У порога стояла мама с очень добрым лицом. Мне это не понравилось. Я начала раздеваться, она сказала, что не надо. Я не поняла и спросила, в смысле? Она сказала, что ты здесь больше не живешь, и выставила меня за порог. Короче говоря, меня выгнали из дома. Короче говоря, каникулы. Это было лучшее утро, самое лучшее утро, когда не надо никуда идти, вот это счастье. Не спеша смотрела видосики, зазвонил телефон, немного расстроилась. 2 звонок, 3 звонок, время поджимало, пошла умываться. Не работал кран, родителей не было дома, звоню маме, вызываю сантехника, жду, глажу вещи, решила готовить завтрак, ничего не получалось. Творожок, вода, нормальная пища. Пришел сантехник и увидел мое испачканное неумытое лицо. В его глазах был страх, вроде починил, ушел, умылась. Начала одеваться. Была стрелка на колготках. Намазала лаком. Лак высыхал. Сойдет. Одела обувь, куртку. Блин, стрелка пошла. Искала другие. Нашла. И снова одела куртку и обувь. Пошла на концерт. Пришла. Наорала мама, где я так долго была. Сказала, что была на мероприятии в школе. На часах 11:40. Боже! Переоделась. Побежала на следующий концерт. Вернулась. Упала. Приуснула. Очнулась со звонка. Лиза, ну ты где? Нет. И снова ушла. Вернулась неживая. Легла на диван. Настолько крепко уснула, что не слышала, как в домофон звонила мама. Когда услышала, открыла ей дверь и выслушала кучу комплиментов. Короче говоря, каникулы.
Большое спасибо за просмотр. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не потерять мои видео. А с тобой мы увидимся совсем скоро. Я вас всех очень сильно люблю. Бамс-бамс!